Привет, 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 песеры, с вами Морж, и я продолжаю свою исповедь новичка в eFootball 2022. Как я и говорил, пошел я, в общем, в матче с ботами, пройти ивент, собрать хоть каких-то денег и хоть как-то укомплектовать команду. Не скажу, что играть было просто, белые мячи, сыгранности нет, и в ничью играл, и проигрывал порой. Короче, было достаточно напряжно, но когда уже в команде чуть-чуть прокачалась сыгранность, чуть-чуть прокачались сами игроки, стало, немножечко полегче, и я очень сильно пожалел, что я на старте взял двух центральных полузащитников и не взял, собственно, хорошего нападающего, хорошего забивалу. Этим мы займемся сегодня. Ресурсов максимально ограниченное количество. Сейчас мы заберем, в общем-то, то, что я нафармил, и постараемся из вот этого вот сделать что-то более-менее играбельное. Примерно, наверное, часов 15 я просидел, чекая базу данных, чекая игроков, которых можно подписать. И сегодня я хочу вам показать их, кого я буду подписывать, за какие деньги и, собственно, какую команду у меня получится собрать. Так, соберем давайте все награды, получаем от тренеров опыта. И в общем счете имеем 52 500 ГП. Да, мягко говоря, маловато будет. Но что поделать, раз уже вписался, то нужно идти по-честному. Мне писали ребята, что можно привязать свой Konami ID, получить eFootball Point, те, которые у тебя есть на мобилке, и за них, в общем-то, подписать игроков. Но я решил действовать абсолютно честно. Ладно, начнем с центрального нападающего. Специально, так сказать, с любовью выбираем мы регион Словения и... так, здесь будет многовато, давайте еще один фильтр поставим, центральный нападающий. Я уверен, что вы про него вообще не слышали, а на самом деле моделька очень интересная. Сейчас буду объяснять почему. Итак, центральный нападающий Словения, Сеска, вот он нам нужен. 69 имеет рейтинг на первом уровне, 194 сантиметра, да, вы знаете, я люблю красивых, здоровенных, и 9 аж навыков. Тут и игра головой, дальние подкрутки, удары с подсечкой, акробатика, удар без подработки, короче, 9 навыков у нападающего при росте 194 сантиметра, по-моему, это очень даже круто. Чисто по базе данных вроде как качаться должен до 90, но мне кажется, что база данных сейчас немножко не так работает. 8300, мы готовы отдать за Сеска, надеюсь, я правильно читаю его фамилию. Стиль охотник за голами и, собственно, классные физические показатели. Думаю, очень даже хорошо он будет смотреться у меня в составе. Единственный его минус, он не приписан ни к какому клубу, поэтому вот даже в ивенте, там где с ботами ты играешь, к сожалению, он не дает дополнительные очки. Ну, тут уж что поделать, куда деваться. К сожалению, выбор у меня особо небольшой, так что будем качать вот этого товарища. Дальше будем идти за вторым центральным нападающим, и здесь нам нужна английская лига. Можете пока ванговать, кого же я буду брать, если я взял клуб Вулверхэмптон. Я думаю, вы уже догадались, это будет у нас Силва. Он у нас подороже, чем Сеска. Тем не менее, тоже должен качаться вроде как до 90. Вот он, Фабио Силва. Стоит он 12 тысяч, 185 сантиметров, стиль лис у ворот, и 70 он имеет на первом уровне. Правая нога у него рабочая, и у него есть аж 7 навыков, то есть 3 пустых. Тоже, по-моему, достаточно большое количество для не очень высокорейтингового игрока. Поэтому Фабио Силва вторым нападающим будет становиться в мой состав. Такая будет связка. Один охотник за голами, второй лис у ворот. Вы знаете, что я больше люблю, чтобы охотники были на обоих позициях. Тем не менее, я не тестировал лисов в 22-й части, может они здесь как-то по-другому раскроются, поэтому я вот решил все-таки разных, так сказать, по стилю игроков взять на позиции центральных нападающих. Итак, 20 тысяч почти улетело, 30 еще у меня осталось, и двух центральных нападающих я взял. Конечно, которых тоже нужно еще успеть сыграть, еще нужно прокачать, но хотя бы кто-то у меня будет, который будет забивать голы. Далее пойдем за левым полузащитником, и тут вообще меня Турция ждет, да, вот такой вот у меня выбор. Я буду брать левого полузащитника из Турции, из клуба Giresunspor. Надеюсь, я опять же правильно читаю. Вам показываю все это дело наглядно, чтобы, если вы в такой же ситуации, как и я, могли отовариться теми же футболистами. Ну, а если вы и сами с усами, то можете, конечно, тоже при помощи базы данных поискать себе футболистов. Вот он, этот товарищ, 64 у нас на первом уровне, 177 сантиметров, стиль креативный плеймейкер и огромное количество навыков, аж 10. Здесь и ножницы, и проброс между ног с разворота, отскок от опорной, одиночный контроль, дальние подкрутки, дальние удары. Короче, 10 навыков для игрока с рейтингом
164, по-моему, это очень даже классно. По базе данных вроде как качаться должен до 85, и стоит он при этом недорого, 3800 всего лишь. На левого полузащитника спокойненько становится, да, стиль креативный плеймейкер не самый лучший выбор для левого полузащитника. Мне, наверное, больше бы заходило смещение с фланга, либо от штрафной до штрафной, но таких игроков с хорошим набором навыков, плюс дешевых, я просто не нашел, к сожалению. Отправляемся за правым полузащитником. Здесь я буду подписывать партнера Konami. Я думаю, вы уже догадались по испанской лиге, кто это будет, и по клубу Майорка. Да, это будет Куба, которого Konami так усиленно продвигает. Стоить он будет тоже немножечко дорого для моей-то команды, 12 тысяч. Тем не менее, 173 сантиметра, тоже стиль креативный плеймейкер, 70 на первом уровне, 9 навыков. В общем, потихонечку буду раскачивать. А деньги просто заканчиваются. 28 тысяч у меня сейчас, и 12 тысяч мне придется отдать только за Куба. Ладно, подписываем, чё тянуть вала за воловьи агрегаты, поэтому правый полузащитник у нас тоже есть. Центральные, как вы помните из первой серии, у меня Камовинга и Гравенберг. Кстати, Гравенберг просто великолепно себя показывает, вот прям советую. Наверное, один из лучших в моем составе, просто вот всегда надежно, всегда суперски выруливает. Теперь мы идем за левым защитником, хотя номинально он у нас будет центральный. Французская лига, Монпелье клуб, и нам нужен игрок, которого зовут Эстеве. Сейчас мы его найдем. Объясню, почему я беру именно его. Ну, во-первых, он дешевый. Да. Так, а где мой Эстеве-то? Я, походу, его пропустил, что ли? Нет, тут уже 55. Судя по всему, пропустил, где-то просмотрел. Такс, ребят, сейчас все будет. Сейчас мы найдем этого нашего товарища. Куда он от меня спрятался, видно, не хочет ко мне в клуб идти. Ага, вот он, Эстеве. Значит, центральный защитник, 65 номинально он на первом уровне, 193 сантиметра. Очень классный рост. И при этом левый защитник, у него позиция, ну, то есть одна из основных. А здесь он рейтинг не теряет на неосновной позиции. При этом у него есть 5 навыков. И второе, у него стиль обороняющийся защитник, который работает именно на крайнем защитнике. То есть на левом защитнике у него стиль будет работать. Так что 4300, Эстеве, подписываю я его. База данных говорит мне, что будет он 85 на максимальной прокачке. Посмотрим, потихонечку будем качать. Вот такой вот жизнерадостный у нас улыбающийся паренек. Я считаю, 4300 за защитника, 193 сантиметра на левом. Это, по-моему, очень даже круто. Теперь сходим за вратарем, идем в клуб, за который я болею, идем мы в Арсенал, и подписывать мы будем Аконква. Опять же, надеюсь, фамилию читаю правильно. Не слишком большая прокачка у этого вратаря, 81 всего лишь обещают на максимальной прокачке. Вот, блин, мне бы, конечно, Саку на правого полузащитника, Мартинеля на левого полузащитника, но денег нет, как вы сами видите, денег нет, но вы держитесь. Просто за те 50 тысяч я тут особо никого подписать и не могу. Ага, вот он, Аконква. Значит, 195 сантиметров, обороняющийся вратарь, я предпочитаю обороняющихся вратарей, и 62 он будет иметь на первом уровне. Есть у него низкий удар с рук и убийца пенальти. 2 навыка всего, но тем не менее, я считаю, что этот парень, ну, хотя бы на первое время нормально постоит у меня на воротах, потому что, сами посудите, по фарме сейчас особо негде. Вот тем составом, который у меня был, идти в онлайн, но это вообще смерти подобно. Так что... Сейчас я соберу хоть какую-то боевую единицу, прокачаю сыгранность, прокачаю немножечко этих ребят, ну и потом, само собой, пойду в онлайн. Далее, снова у нас Англия, идем мы в Эвертон, идем мы искать центрального защитника. Значит, 85 он должен будет иметь на максимальной прокачке, хотя, как я понимаю, тут можно же по-другому прокачать, и он не будет 85 иметь. С прокачкой, если честно, с максимальными уровнями я до сих пор не совсем разобрался. И здесь нам нужен вот этот товарищ. 195 сантиметров, стиль наращивания на позиции будет работать, 65 у нас имеет на первом уровне, есть у него пас в касание, есть у него опекун, перехват и верховое главенство. Верховое главенство, насколько я понимаю, это игра головой, поэтому, в принципе, акробатического выноса и боевого духа не хватает, но а шо поделать, за 4300, по-моему, такие шикарное предложение надо брать и вообще не разговаривать. Ну, а что еще остается мне? Остается мне просто смотреть на количество денег, которое у меня заканчивается, и одного игрока я еще смогу подписать. 4600 у меня остается, а следующий мой товарищ стоит всего лишь 3200. И снова английская лига, теперь на этот раз нам нужен Челси. Так, Челси мы находим.
Будем мы подписывать Мбуямбу. Опять же, надеюсь, фамилию читаю правильно. Тоже у нас центральный защитник. 81 должен будет иметь на максимальной прокачке. По крайней мере, сейчас база данных мне это говорит. Вот этот товарищ. Тоже 195 сантиметров. Тоже стиль наращивания. 62 на первом уровне. Голландец он. И имеет 3 навыка. Низкий пас навесом, опекун и перехват. Что для центрального защитника очень даже нужная и полезная штука. Ну и по сути все. И по сути все, на этом деньги у меня заканчиваются. Я полностью укомплектовал свою команду, то есть кроме правого защитника. На правого защитника денег пока не хватает. Потихонечку я ее буду сыгрывать и пойду в онлайн, постараюсь там еще хоть какое-то количество ГП получить. При всем моем желании фармить сейчас абсолютно негде, то есть в тех же матчах с ботами там будешь получать по 100 ГП за 1000 набранных очков. Ну и сами посчитайте по 100 ГП, сколько я буду, собственно, фармить на какого-то из игроков. Это долго, это нудно, это, естественно, мне не интересно, поэтому я буду ждать еще каких-то ивентов. Ну и, само собой, сейчас я пока сыграю вот этот состав, тот, что у меня получится. Схожу в онлайн, покажу, насколько сложно это все дело будет в онлайне, потому что очень многие игроки это ветераны. Я уверен, что меня будут кидать на составы с легендами, сразу с хорошими футболистами, и мне будет все это дело тяжеловато вывозить. Но уже впрягся, я готов на такие эксперименты, почему бы на самом деле и нет. Ну и, наверное, завтра мне еще там должен этот бонус за вход хоть какой-то упасть. Выберу правого защитника, потому что его тоже нужно будет поменять. Ну и, само собой, покажу вам, кого я буду ставить на правого защитника. Ну а пока моя команда выглядит вот так. Вот в 50 тысяч мы уложились для вот такого состава. Само собой, он чуток прокачается, станет чуть лучше. Обязательно прокачайте сыгранность. Вы видите, сейчас у меня уровень стиля команды, это сыгранность 75. Футболистам я естественно, прокачаю, будет соточка. Ну и после этого можно будет сходить в онлайн и попробовать этих ребят в деле. Надеюсь, это видео было тебе полезно. Пиши в комментариях, если будешь кого-то из этих товарищей подписывать. Я бы советовал обратить внимание именно на Сеска. Ну а я пошел сыгрывать и ходить в онлайн. Поэтому завтра будет, я думаю, 3-й выпуск. На этом, ребят, прощаюсь. Как всегда можешь, как всегда, пока-пока.